Научная фантастика, несомненно, является одним из самых популярных жанров кино. Всегда завораживала зрителя, заставляя задаваться вопросами, о которых мы раньше не задумывались, шокируя нас спецэффектами, которых мы раньше не видели, и в целом захватывая просто потому, что такие сюжеты получилось воплотить на экране. Тем не менее, не каждый фильм в жанре удостаивается похвалы. Где-то слишком запутанный сюжет, где-то одномерные персонажи, а случается и так, что, в общем-то, хорошие фильмы оказываются провальными в прокате из-за низких оценок критиков. Именно про 7 таких фильмов, которые мы все знаем и которые со временем обрели заслуженную популярность, я и хочу рассказать. Привет, киноман, ты на канале Shadow Tavern. Устраивайся поудобнее, запасайся вкусняшками и чаем и приятного просмотра. Последний киногерой. Примечательно, что многие из самых известных фильмов Шварценеггера не понравились критикам. Конечно же, не считая «Терминатора». Но есть случаи, когда негативные отзывы кажутся совсем несправедливыми. К таким можно отнести и фильм «Последний герой боевика» или «Последний киногерой в ру-локализации». Выпущенному в 1993 году фильму многие пророчили славу большого летнего блокбастера, но случилось непонятное и странное. Фильм выпустили в кинотеатрах через неделю после премьеры «Парка юрского периода», и он, очевидно, почти не получил внимания зрителей, а там еще и критики с разгромными обзорами набежали. Его называли слишком хаотичным, беспорядочным и утверждали, что он не справился с собственной попыткой стать крупнобюджетной пародией. Но, как по мне, его точно можно назвать забавным и увлекательным, обыгрывающим многие типовые приемы боевиков и неплохо использующим элементы фантастики. «Терминатор, да придет спаситель». Само существование фильма сводит на нет смысл франшизы. В конце концов, сага была посвящена борьбе за предотвращение войны с машинами, потому что она предлагала зрителям более интересные приключения персонажей, чем, собственно, сама война. Потому фанаты и критики вполне объяснимо подвергли сомнению решение снять фильм-продолжение спорной концовки Т-3. Одни считали, что в фильме нет той ламповости, что раньше, другие ругали его за отсутствие Шварценеггера. И все же, «Да придет спаситель» вполне неплохой фантастический боевик в сеттинге. Да, не лучший фильм о Терминаторе, но все равно достаточно хороший сам по себе. Знамение. В наше время фантастики становится все труднее удивить зрителей по-настоящему оригинальными идеями, которые заставляют мыслить нестандартно. Фильм «Знамение» осмелился таковой предложить, но, к сожалению, к нему отнеслись как к довольно трэшовому би-муви. В главной роли снялся Николас Кейдж, он предстал в роли профессора, чей сын получает в распоряжение документ, обладающий информацией о будущих катаклизмах, что в конечном итоге приводит к опаснейшему приключению. Критики ожидаемо отреагировали не очень положительно. Многие набросили за якобы чрезмерную серьезность и абсурдный сюжет, а концовка, по распространенному мнению, стала одной из самых спорных в новой истории кинематографа. Хотя не особо понятно, с каких пор серьезность стала для фантастического фильма препятствием. Тем не менее, со временем «Знамение» все же получил заслуженные положительные оценки, правда уже от зрителей. И на самом деле, это умный фильм, который преуспел в своей попытке заставить нас думать нестандартно, к тому же подарил Кейджу одну из лучших его ролей в карьере. «Годзиллу» Роланда Эммериха называют чуть ли не эталоном американизированных блокбастеров, просто потому, что в ней не хватало всего того, что сделало героя Тоха легендарным. Одни критики ругали радикальную переделку существа, отсутствие лазеров, каноничных врагов и решение сделать его злодеем в этой истории, в то время как другие, как обычно, негодовали по поводу плохо прописанных персонажей и слишком быстрого сюжета. Мрачный дождливый нью-йоркский пейзаж неплохо задает настроение фильму, а спецэффекты для своего времени просто фантастические. Да, это попкорн-муви, полный зрелищных визуальных эффектов, взрывов и с незамысловатым сюжетом. Признаем очевидное, если вы можете смириться с отклонениями от классического японского монстра, то этот фильм вам понравится. Немного трэшовая лента о кайдзю, которая надолго останется в памяти. «Парк юрского периода. Затерянный мир». Уровень успеха, которого достиг оригинальный парк, сделал его практически недосягаемым для любого потенциального сиквела. И это стало одной из многих причин, почему «Парк юрского периода. Затерянный мир» не смог произвести впечатление. Вышедший в 1997 году фильм продолжения был принят и критиками, и фанатами довольно прохладно. Его хвалили за все те же визуальные достоинства, что его предшественника, но критиковали за невозможность предложить хоть что-то новое в сюжете. Не такой крутой, как оригинал, но и не настолько плохой фильм. Каждый из нас наверняка назовет с десяток куда более слабых сиквелов. И, наконец, «Хищник 2».
После внезапного успеха фильма «Хищник» 20 век Фокс попытались вернуть инопланетянина-охотника на экраны, но сиквел даже близко не достиг успеха оригинала. Особо ироничен тот факт, что критики были строги ко второй части, в то время как первый «Хищник» и сам никогда не был любимцем журналистов. Рейтинг фильма на томатах до сих пор довольно низок, хотя он явно заслуживает гораздо большего. Бетонные джунгли вместо настоящих привносят разнообразие. Хищник ощущается как полноценный персонаж, а получасовая финальная битва между ним и лейтенантом Харриганом просто прекрасно. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!